Итак, чуваки, всем привет! Сегодня стартует крупномасштабный проект, в котором будет все рассказано о каждом персонаже третьего года. Будут рассказаны все его умения, достоинства, недостатки, лучшее расположение, лучшая команда, максимальная эффективность. Ну и в конце концов, стоит ли персонаж вашего внимания и кого стоит выбивать в начале игры, в середине и уже на высоких уровнях. Приятного прослушивания. А сейчас пойдет речь о Виолет. Виолет. Характеристики. Улучшение на 5 звезд. Что она умеет? В ПВП увеличивает урон водным элементом в размере 0,6 от атаки персонажа на 3 противников, изменяет тип элемента у 3 противников на огонь на 4 хода. ПВЕ увеличивает урон водным элементом в размере 10-кратно от атаки персонажа на 3 противников, меняет тип элемента у 3 противников на огонь на 3 хода. 3 звезда возвышения. Увеличивает урон персонажа на 70%, если противник страдает от дебафа. 100% шанс продлить эффект изменения элемента персонажа на всех персонажей на 1 ход. То есть по факту возвращаемся к 4 ходам. Доступность. Виолетта. Одна из девушек карнавала, доступна только во время ежемесячного карнавала. ПВЕ. Виолетта самый сильный дамагер среди персонажей водного элемента. Ее показатели атаки практически на 17,5% превосходят Эльфу. Ее умение наносит такой же урон, но его дополнительный эффект не будет иметь особого значения против волны противников, которые уже имеют огненный тип. Однако это все равно может быть в некоторой степени полезным на редких уровнях, где встречаются два элемента, находящиеся на более высоких рангах. В целом Виолетта остается лучше Эльвы, в основном благодаря ее показателю атаки и ее дополнительному эффекту умения, хотя и полезно только на поздних этапах игры, приносит пользу своей команде не менее чем на 3-м ходу. Несмотря на явное превосходство Виолетты в уроне, ПВЕ не является причиной для ее прокачки, так как Эльву намного проще и быстрее прокачать, не забивая на других персонажей. Эльва также является превосходным выбором для Invasion благодаря атаке по одной цели. ПВП. На непробужденных уровнях Виолетта является самой слабой из 5 лисих девушек в ПВП, к сожалению, и поэтому не рекомендуется выбирать ее в качестве первой девушки карнавала, если вам не помешает отставание в начале игры, конечно. Базовая мощность ее умения равна остальным, однако перезаряжается в 6 ходов, и поэтому Виолетта все равно пригодна к использованию. Однако, в отличие от других лисих девушек, чей дополнительный эффект умения зависит от нанесения еще больше урона самими собой, Виолетта сосредоточена на поддержке своей команды, превращая своих противников в огненный тип на 4 хода. Виолетта, так сказать, пробуждает вас играть как минимум с еще одной девушкой водного элемента, предпочтительно арт-типа, например, та же Эльва, и позволяет вам атаковать противников с элементом молнии безопаснее. Также при использовании Виолетты вместе с арт-персонажами, не являющимися водными, может быть контрпродуктивным, особенно если использовать их с элементом ветра. Другими словами, Виолет в непробужденном состоянии не очень универсальный и зачастую является узкой специализацией, хотя остается сильной в чрезвычайных ситуациях и идеальных настроек, которых позволяет ей полностью раскрыть свой потенциал. Особое внимание следует обратить на умение Виолетты. Она превращает тип противника в огненный, поэтому их обычная атака становится огненной. Но тип умения не меняется, так как элемент умения находится в самом умении и не связан с персонажем. Таким образом, противник элемента молния все равно будет наносить урон молнии своим умением, даже если его превратили в огонь. В результате Виолетту можно использовать как для увеличения урона девушек, использующих свое умение после нее, так и для защиты своей команды от следующей волны обычных атак молний, обеспечив значительное преимущество собственным обычным водным атакам, поскольку ее перезарядка длится 6 ходов и она поддерживает свою команду. Эффект умения Виолетты заслуживает сравнения с учетным или спортивными персонажами. И в этой области, к сожалению, она не проявляет себя так хорошо, как Люси, нанося дополнительный урон или снижая входящий урон. Виолетту можно безопасно использовать во всех режимах ПВП, арена, башня и гранд-арена, Гроу Стрит. Но нужно продолжать копить ее фрагменты на карнавале каждый месяц, если хотите идти в ногу. В противном случае она будет отставать по прокачке от остальных ваших девушек и девушек вашего противника. Пробуждение.
Пробужденная форма Виолетты – тот случай, где она действительно сияет. Ее урон получает огромное усиление, если ее цель поражена дебафом. Поэтому желательно объединить Виолетту с персонажами, способными наносить всей группе дебаф для максимальной эффективности, такими как Summer Lady, Люси или Дженева. Можно использовать девушек, которые кастуют пассивные дебафы после пробуждения, которые срабатывают мгновенно, что увеличит урон Виолетты даже при первой базовой атаке, что является хорошим выбором для команды взрывного урона. Из-за своей зависимости от дебафов игрок должен быть готов менять позиции или добавлять дополнительных персонажей с дебафами при атаке с использованием Виолетты, чтобы избежать контратаки персонажами с очищающими эффектами. Поскольку большинство девушек, которые хорошо комбинируются с Виолеттой, являются сезонными девушками и, вероятно, не будут доступны игроку в ранней игре. Это еще одна причина, почему Виолетту не следует выбирать в качестве первой карнавальной девушки. Рекомендуемое место в вашей ПВП – место третье для непробужденной Виолетты. Когда игрок хочет поддержать других водных персонажей в команде, для наилучшего использования ее пробужденного пассивного умения убедитесь, что она расположена после персонажа с желаемым заклинанием, наносящим дебаф. Первое место также желательно, чтобы избежать урона от молниеносных обычных атак и следующей ротации. То есть, как вы поняли, в зависимости от расстановки меняется какая-то особая сила. Заметные сильные арки. Summer Lady. Самый очевидный выбор при создании команды Виолетты. Умение летних леди, глубокие воды, наносит небольшой урон и применяет дебаф водная печать на всех противниках. Это отлично работает с пробужденной Виолеттой, которая получает значительное усиление урона против цели с дебафом. Люси может нанести дебаф на всю команду противника с помощью своего умения поражения. Это задает хорошую синергию с Виолеттой, увеличивая ее выходной урон против всей группы. Дженева способна применять дебаф заблуждения на всех противниках с помощью своего умения Искренний Бриллиант. Это также дает Виолетте дополнительное усиление урона. Эльва. Хотя Эльва не наносит дебафов, ее присутствие в команде может быть полезным для защиты Виолетты и других персонажей водного элемента благодаря своему типу искусства. Она может принять на себя обычные атаки молнии и снизить входящий урон. Персонаж хороший, но для более поздней игры.